Привет! Сегодня мы идем на Ликийскую тропу. Легкий, короткий маршрут. 7 километров в одну сторону от лагеря Юсита и обратно тоже 7 километров. Но это тренировочный поход нашего масштабного автономного похода в 100 километров. Мы будем проверять, как ходят наши ноги, какое брать снаряжение, ну и вообще, как погода, что еще. Какое состояние? Посмотрим, Как что будет реагировать тело на небольшую нагрузку. Посмотрим, что из этого получится. И вот такое начало нашего маршрута. Совсем летняя погода, поэтому мы решили открыть сезон походов по Ликийской тропе. Вот такие еще походники встречаются на пути. Первое препятствие на нашем пути: нужно перебраться через реку. Есть такое ощущение, что придется разуваться и идти босиком. Нет, найден другой маршрут. А некоторые машины вот так проезжают. Начало маршрута от наших скал. Пока еще есть солнце, а дальше будет дорога идти по лесу. Нужно постоянно сверяться с картой после поворотов, потому что можно уйти в другую сторону. Правильно идем? Да, мы на тропе. Отлично. Черный. Нам помогают ориентироваться турики. Вот такие турики. Они бывают побольше, поменьше. Красно-белая разметка и, конечно же, карта. Вот, а это разметка, которая тоже показывает, что мы на верном пути. Мы не сбились с тропы. Сегодня в Анталии 22 градуса. И, наверное, мы хорошую погоду выбрали. Не слишком жарко будет? Ну, это часть теневая. Местами приходится подниматься вот так вот подолгу. Тропа достаточно широкая, идет по вот таким лесным дорогам, и идешь и отдыхаешь просто в удовольствие. Мерхаба. Прошли 2,5 километра, и здесь открывается вид на старинный город Требена. Мы его уже посещали. У нас есть видео по посещению этих руин. Достаточно интересное место вблизи Анталии. Начинается вот с таких стен. Первый привал у старого города Требены. Надо следить. Почему? Потому что всякие собаки бегают и помечают. Ну, потому что он охраняет стадо. Ну зачем меня-то приписывать к стаду? У меня другая приписка. А мы идем дальше.
Как чувствуешь свои ноги? Как самочувствие? Я нормально. Как у тебя? У меня пока все отлично. Но у меня обычно ноги устают на спуске. Не ясно. То, что кроссовки у тебя не совсем. А кроссовки? Нет, нормально пока. Да, мы еще проверяем ту обувь, в которой собираемся пойти. Насколько она выдержит, насколько она подходящая на длинный маршрут. Первая живность, которую встретили, затаилась, тут сидит на солнышке. Мы первый раз идем по этой тропе и вышли к какому-то то ли новому дому, то ли как-то по-другому идем в этот раз. Немножко сокращаем по деревенским тропкам через лес. И поэтому немного путаемся. Ну, так как с местностью хорошо знакомы, поэтому не переживаем. Наоборот, интересно что-то новое видеть. Ну, в этой деревне уже бывали мы. Это все считается пригородом Анталии. Здорово жить в такой деревне. Вокруг такие виды. Посмотрите, даже видно море. Чё, Гюзель? Мераба? Местные жители очень добродушные и отзывчивые. Всегда помогут, поздороваются, рады видеть туристов. В этот раз жарче, Да. но идется легче. По-моему, вкусненькая. Так, перепад у нас 480 метров с точки выхода. Ну, хорошо поднялись. Ну да, но нам еще... Метров 200 точно? Ну, не знаю, но может и больше. Последний участок подъема. Интересно, какая общий перепад высот получится у нас. Уже подзабыли. Приятная тропа. Идет в деревню. Небольшую, в очередную. Потому что солнце уже на вечер уходит. Обратно уже будет солнце. За склоном где-нибудь. Начинают расцветать цветы. На гребне. Страсть каких-то. Чуть-чуть совсем. Мы поднялись. Находимся. Какой у нас перепад получился? Ого. Ничего себе. 745 метров мы поднялись. По высоте подъема. Неплохо, ну и теперь их надо будет все спуститься. Ну, можно сказать, что легче дался поход, чем в прошлый раз мы сюда ходили. А что-то я даже уже не помню, честно сказать. Я, я не ощущал, что там сильно тяжело. Ну да, Может быть, поэтому, как бы, можно сказать, что легко, да. не то, что легко, но как бы нормально, Ну, рабочий. по-моему, как вот просто прогулка, хорошо. Нехитрый
Перекус. Дары Турции. Спасибо, Турция, что ты нас кормишь такими замечательными продуктами. Солнце спряталось, и мы начинаем обратный путь. Неподвижные камни. Спуски. Так вот идет спуск. Спускаться быстрее, чем подниматься по усилиям, но травматичней по факту. То есть вероятность, что что-то произойдет с ногами, достаточно высокая. Лягушечки. И таких видов что-то отрывает нас от уютных домов, и мы отправляемся в путешествие. Такие неизвестные растения. Почти 6 часов, и мы уже на финальной точке нашего спуска. Как удалось у нас все? Ну, по-моему, все произошло удачно. Силы еще остались даже. В общем, на позитиве. Ну что? Подряд день ото дня так шагать. Ну, это пока еще не готов, так сказать. Надо еще потренироваться. Да почему? Не, ну, это надо просто начать, и деваться некуда. Я ноги чувствую после спуска. Чувствуешь? Да. Я думаю, что завтра будет. Мышцы Как на спуске больше устают.